Дорогие друзья, приглашаю на мой мастер-класс даже начинающих рукодельниц. Очень красивый простой узор, также очень интересное и в то же время простое изделие. Мы вяжем крючком 4,5. Пряжа у меня полушерсть 240 метров в 100 граммах. Приступим к работе. И прежде чем мы начнем выполнение, хочу показать уже готовое изделие. Вяжется очень просто. Приглашаю, как я уже и говорила, и буду на протяжении урока говорить, и начинающих рукодельниц. Раппорт в высоту у нас всего лишь один ряд, поперечное вязание. Научимся вязать небольшой отрезок, это столбики без накида, и основной узор. Все провязывание идет за дальнюю полупетлю. Мы с вами все подробно рассмотрим. И два слова хочу сказать, что таким же узором и такой же резиночкой, только видите, здесь у меня идет резиночка, сначала вяжется, а затем поворотными рядами вяжется основное полотно. Выполнена шапка. Она на английском языке, но шаг за шагом все буквально показано. Может справиться и начинающая рукодельница, поэтому приглашаю или шапочку связать вот в таком виде, или связать уже непосредственно то изделие, которое я предлагаю на этом мастер-классе. Смотрите, можно носить как снуд, вот таким образом, да, можно вот так. У нас полотно получается двустороннее, одинаковое с одной и с другой стороны. Далее, как шапочка, только у нас вверху будет отверстие. Здесь можно волосы, хвостик, да, у кого длинный волос, очень красиво будет смотреться. Я покажу в конце урока все на манекене. И смотрите, вот шов его, видите, практически не видно. Но если мы хотим носить как повязку, то мы должны вывернуть на другую сторону. И вот таким образом можно носить повязку, то есть когда резиночка это вверху, или вот таким образом, когда резиночка внизу. И так очень будет тепло и красиво смотреться. Еще раз подчеркну, что вяжется очень просто, и приглашаю даже начинающих рукодельниц. И начинаем выполнение. Мы с вами набираем 39 воздушных петель, то есть цепочку из 39 воздушных петелечек. И считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее, пока у нас не будет 39 воздушных петель. Напоминаю, 10 петель это у нас резиночка, и 29 петель это будет основной узор. И я напоминаю, что я выполнила цепочку из 39 воздушных петель и приступаю к выполнению моего первого ряда. Смотрите, я выполняю одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому, и далее выполняю 10 столбиков без накида. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я выполнила 10 столбиков без накида. 10-й столбик я фиксирую маркером, просто чтобы в дальнейшем не просчитывать. И далее я выполняю накид на крючок, выполняю полустолбик, далее соединительная, полустолбик, соединительная, полустолбик, соединительная. И так я выполняю до конца моего ряда.
И я завершаю выполнение моего ряда. Видите, вот резиночка, да, из столбиков начинается, и далее основной узор. Напоминаю, раппорт в ширину моего основного узора это 2 петли, это полустолбик и соединительная. Я набрала нечетное количество, то есть 29 петель. Я хочу завершить выполнение ряда полустолбиком. То есть смотрите, я выполняю соединительную, далее у меня идет полустолбик и соединительная. И теперь завершаю я выполнение полустолбиком. Такой край будет более эластичный, мне он больше нравится. Далее, очень внимательно, я выполняю воздушную петелечку, прошу прощения, и работу очень внимательно разворачиваю. Далее я выполняю накид на крючок и ввожу крючок теперь за дальнюю полупетлю. И в дальнейшем мы все с вами выполняем за дальнюю полупетлю. Я выполняю полустолбик над полустолбиком. Далее над соединительной я выполняю соединительную вот таким образом. Опять же за дальнюю полупетлю. Над полустолбиком полустолбик. Над соединительной соединительная. Над полустолбиком полустолбик. Так я выполняю до моего маркера. Очень просто вяжется. И красиво получается. Узор у нас с вами двусторонний. Я выполнила основное полотно и видите, дошла до маркера, выполнила полустолбик, и теперь я снимаю маркер, я его просто переставлю и тоже выполняю столбики за дальнюю полупетлю. Вот таким образом. То есть выполняю мои 10 столбиков. Ну, поскольку мы с вами будем маркером пользоваться, можно не пересчитывать. Ну, я пересчитаю. Это был первый столбик, второй. Все провязываем за дальнюю или заднюю полупетлю. Это третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Воздушная. Работу разворачиваем. Мы всегда разворачиваем с вами в одном направлении. Пропускаю петелечку и ввожу крючок в дальнюю полупетлю. Все дальше у нас с вами, я быстренько провяжу до маркера, пока буду говорить. Дальше мы с вами вяжем все за дальнюю полупетлю и раппорт высоту, как я говорила, один ряд. В этом случае до маркера у меня это столбики без накида. Основной узор у меня в ширину раппорт 2 петли. Я переставляю маркер. И у меня это будет полустолбик над полустолбиком. Видите, за дальнюю полупетлю. И соединительная. Полустолбик над полустолбиком и соединительная. Полустолбик и соединительная. И давайте еще раз я повторю, завершу этот ряд вместе с вами. И я завершаю выполнение
нашего ряда. Смотрите, полустолбик. Дальше у меня идет соединительная и полустолбик за дальнюю полупетелечку. Ряд завершен. Далее опять у меня воздушная. Работу я разворачиваю, накид на крючок и за дальнюю полупетлю. И далее соединительная. То есть все повторяется, как я и говорила, раппорт в высоту всего лишь один ряд. Вот таким образом. Очень красивый и двусторонний узор у нас с вами получается. Так, мы с вами продолжаем вязать наше полотно на необходимую нам длину. И хочу сказать, что мы с вами выполняем поперечное вязание, то есть наше полотно будет по обхвату головы. Единственное, вы будете смотреть, если вы хотите отворотик, да, сделать, то, естественно, обязательно проверяйте, хотите ли вы более плотное сделать, более натянутое полотно или наоборот более мягкое по своей голове. Подчеркиваю, что полотно наше получается двустороннее. Видите, оно красиво смотрится как одной, так, как с одной, так и с другой стороны, абсолютно одинаково. И немножко два слова хочу отвлечься и сказать, что такой узор прекрасно подойдет не только для нашего изделия, да, вот в нашем случае это повязочка на голову. То есть можно выполнить буквально любое изделие. Это пуловер можно сделать, ну вот уже, да, готовая часть полотна для любого изделия. Можно детского изделия, можно взрослого. То есть вяжется очень просто, смотрится просто великолепно. Присоединяйтесь, кто еще не решился. Ну, скажем так, в моем случае это повязочка на голову. Может, вы выполните какое-то другое изделие. Обязательно пишите это в комментариях. А мы продолжим с вами работу. Я выполнила полотно. По объему головы мне достаточно. Промеряю я после того, как сошью мое полотно. И вот так выглядит уже мое готовое полотно, которое я сейчас буду сшивать. Давайте посмотрим, как это выполняется. Я соединила две половинки вот таким образом. Обратите внимание, вот специально ниточку не обрезала. Это начало работы. Это полотно у меня идет, видите, ближе ко мне. Это мое полотно. Вот моя рабочая нить. Я закончила выполнение полотна именно в этом месте. И теперь я буду соединять иглой. Я ввожу в первую петелечку воздушную и очень внимательно захватываю дальнюю полупетлю. То есть вот как я вязала бы, да, сейчас ряд, захватывая за дальнюю полупетлю. В данном случае это мой полустолбик. И соединяю, ну, то есть прошиваю. Скажу сразу, соединять можно как иглой, так и крючком, но и иглой получается более нежно, скажем так, потому что вы это изделие будете носить, если с отворотом, то это получается вы будете носить изнаночной стороной. А если будете как шапочку носить, ну условно шапочку, да, с отверстием вверху, то вы выверните и будете носить этой стороной. И немножко поближе еще хочу показать. То есть смотрите, здесь у меня воздушная петля, а здесь задняя или дальняя полупетля моего столбика. Неважно, это полустолбик или соединительный столбик. То есть вот мы шьем так, как бы мы с вами провязывали наш ряд. И опять же следующая петля и следующий столбик за дальнюю полупетлю. То есть все очень просто, получается аккуратненько. Вы подтягиваете и
шва практически не будет видно, а я покажу другую сторону. Здесь будет очень красиво, и ваш узор не нарушится. И смотрите, вот шов мой, да, и вот видно, да, по моей лицевой стороне, то есть по другой стороне его абсолютно не видно. Наше готовое изделие. И давайте посмотрим размеры. У нас получилось в свободном состоянии это 24 сантиметра. Видите, да? Но скажу сразу, эластичность очень высокая полотна, тянется очень сильно. И здесь у нас 21 сантиметр. Носить наше вот такое изделие можно носить. Первое, это как снуд. То есть можно немножко больше сделать, но опять же подчеркну, эластичность очень высокая. И прекрасно будет смотреться как снуд. И очень удобно то, что у нас полотно с вами двустороннее, да? Далее, следующее, это мы одеваем как шапочку. И у нас в верхней части дырочка так и остается. Это очень удобно, если у кого-то хвостик. Ну, то есть интересно и красиво смотрится. И как повязка на голову я выворачиваю. И наша повязочка на голову. То есть вот таким образом. Очень хорошо смотрится. И можно перевернуть и носить вот таким образом. Тоже очень хорошо смотрится. Мы сейчас с вами посмотрим на манекене. Красиво, просто. Очень интересно. Полотно приятное, объемное. Ну и подчеркну, очень просто вяжется. И давайте посмотрим, как на манекене смотрится наша повязочка. Присоединяйтесь, вяжется просто. И видите, многофункциональное такое полотно, наше изделие можно будет носить абсолютно по-разному.